Всем привет, мои хорошие! Так как мы с вами говорим о слоях, я решила провести вам наглядный эксперимент, как будет выглядеть у нас с вами подъем пряди. Я вот сделала несколько прядей, взяла я искусственные волосы, и буду я вам показывать, скорее всего, в сухом виде. Я сейчас попробую. Мы с вами увидим. Почему? Потому что, видите, искусственные волосы, они такие вот пушистые. Соответственно, благодаря вот этой пушистости, я думаю, что мы хорошо с вами увидим концентрацию объема, как распадается это. Потому что натуральные волосы, они, естественно, более мягкие, такие более обтекаемые. И вот такой вот четкой, вот такой вот пушистости не будет давать. За счет вот этой, скажем так, неровности волос, я думаю, что как раз и будет виден хорошо срез. Так что мы с вами сейчас попробуем. И мы с вами попробуем углы с 0 градусов будет, 45, 60, дальше 90, дальше у нас 135 и 180. То есть это все для наглядности, потому что, чтобы вы понимали, что вот это у нас с вами будет градуировка, скажем так, это и вот это, помните, я вам уже говорила, почему 90 градусов мы можем отнести сюда, и это уже будут у нас слои. Так что давайте сейчас попробуем, вы это все оцените и увидите нашу плотность линии, которая получится, и, скажем так, линии веса, то есть и создание плотности на в каком-то месте. То, о чем я с вами говорю на каждом вебинаре, тренинге. Первая линия у нас с вами будет натяжение 0 градусов. То есть мы с вами берем, отчесываем прядь, натяжение у нас четко 0 градусов, и мы с вами отрезаем, задаем длину. Сейчас мы с вами посмотрим, какая у нас в итоге линия получается. Естественно, отрезаю я на сухие волосы, как я вам говорила, для того, чтобы достаточно плотную прядку я взяла, как видите, ну, чтобы она друг от друга все-таки у нас кончики отталкивались. Вот у нас с вами 90, вернее 90, простите, 0 градусов натяжения. Вот смотрите, какая совершенно ровная, четкая прядка получается. Если мы с вами посмотрим ее сбоку, то когда мы с вами говорим про технику линия, вот это, обратите внимание, если волосы у нас кудрявые, видите, получается какой шалаш. То есть на одной линии волосы широко отталкиваются друг от друга. Получается вот такой вот шалаш. Поэтому мы с вами используем технику линия для волос, которые у нас, помните, тонкие, не густые и не кудрявые, да, потому что, видите, вот такой вот шалаш будет, и это только одна прядь. Понимаете, как будет выглядеть, если у нас с вами будет много прядей. Ну, в общем, в принципе, девочка подстрижена вот в этой технике, да, в этой технике линии. Вот посмотрите, какой у нее в итоге получается шалаш. Очень некрасивый. Следующая наша прядь будет, это оттяжка 45 градусов. Что такое 45 градусов? Мы с вами либо натягиваем прядь 90 градусов и отрезаем под 45. Давайте я вам покажу. Мы с вами оттягиваем, например, 90 градусов, то есть параллельно полу, и отрезаем под 45. Вы помните, что у нас слои могут быть, вернее, градуировка может быть и на внутренней форме, то же самое. То есть мы можем с вами вот так вот сделать нашу прядь, да? Либо у нас с вами подъем пряди может быть 45 градусов. Как мы это определяем? Помните, у нас с вами вот оно 90, да? Вот 90 отмечаем наша. Так, видно? Видно. Вот у нас 90, показываю. И мы с вами от 90 опускаем 45. И, да, можем отрезать. Да? То есть у нас, возможно, натяжение вот такое вот будет у нас опускаться. И, как правило, мы всегда с вами знаем, что срез у нас идет, как правило, по классике перпендикулярен натяжению. То есть если мы с вами поднимаем, у нас срез может быть 45. Если мы с вами опускаем под 45, то срез будет у нас с вами идти 90 к пряди. То есть перпендикулярен по пряди. Это по классике. Давайте с вами отрежем. Значит, вот я вам показываю 90 градусов.
Соответственно, я опускаю под 45, то есть это у меня четко половина, да, идет мой угол. Задаю, вот мои пальчики стоят перпендикулярно и отрезаю. Так, видно? И когда я уже опускаю свою прядь, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Так, убираю я соседние, чтобы они не отвлекали внимание. Так, давайте посмотрим. Вот смотрите, у нас с вами 45 градусов срез. Так, что-то я здесь, кстати, не срезала. Какую-то прядь не достала. Еще раз ставлю пальчики у меня перпендикулярно, дочищаю свою линию, отпускаю. И давайте посмотрим, как мы с вами говорили, концентрация объема. Вот обратите внимание, у нас с вами получился угол. Вот прям он четко виден. Как я говорила, что на сухие волосы будет у нас очень хорошо видно. Именно на искусственных, потому что у нас натуральные волосы все-таки больше обтекание такое имеют. Вот видно, вот этот вот угол, который мы с вами создали, он и есть 45 градусов. Если мы поставим ровно параллельно полу, вот увидите 45 градусов. Вот. То есть шкала у вас уже идет вот таким вот образом. Другая. Да? То есть либо у нас оттяжка, либо угол среза. Это я буду подробно более вам показывать и рассказывать именно в технике градуировки, когда мы с вами перейдем в следующем вебинаре. Так, давайте мы с вами сравним теперь с линией, которая у нас с вами массивная прямая, как это у нас выглядит. Давайте поворачиваем. И вот посмотрите, пожалуйста, как у нас с вами выглядит техника линия и как у нас выглядят с вами слои. Видно? То есть здесь у нас низ все равно, естественно, ровный, но здесь у нас уже пошла градуировка. Видите, здесь у нас прядь короче, тут у нас снизу длиннее. Здесь у нас все на одной линии. Следующее у нас с вами идет прядь, это 60, как мы с вами договорились. 60 градусов. Так, опять же, у нас с вами 60 градусов будет как? Либо, я вам говорила уже, поднятие пряди параллельно полу и срез у нас 60 градусов. Где вы этот срез себе находите? То есть вы переносите тогда шкалу сюда. То есть нашу ось X и Y мы переносим с вами сюда. 60 градусов. Помните, 45 градусов. Да, 60 градусов, соответственно, у меня натяжение будет поднятие руки выше угла. Да, то есть мы с вами меняем. Либо мы с вами, опять же, тогда шкалу переносим сюда. Вот у меня с вами идет 90 градусов, если мы с вами возьмем вот 90 градусов. И, соответственно, 60 градусов подъем, это немножечко мы опускаем, да. То есть у нас с вами не 45, а чуть-чуть опускаем, 60 градусов будет подъем. Потому что вот это 90, вот это вот у нас 60. Поэтому мы с вами тогда, когда 60 градусов натягиваем, да, и срез у нас будет перпендикулярен. Либо, если мы с вами поднимаем и мы пальчиками делаем срез, то помните, у нас пальчики указывают линию среза, поэтому где вам удобней. Тут я опускала, да, предыдущую прядь, давайте я вам ее теперь натяну 90, то есть, вернее, не 90, а параллельно полу, потому что здесь у меня именно уже считается внешняя форма, да, и поэтому градуировка на внешней форме у нас это параллельно полу уже идет натяжение. Значит, давайте, шкала у меня идет, помните, 45, вот у меня. Мне надо сделать 90. Натягиваю. 90 у меня, видите, если перпендикулярно стоит. И чуть-чуть опускаю. Да, это будет у меня 60 градусов. И, соответственно, натяжение у меня параллельно полу. Срезаю 60 градусов. Так, сейчас я поплотнее возьму. 60 градусов, еще раз повторю. Вот, вы видите, как стоят у меня пальчики. — 60 градусов. Вот он мой угол. Отпускаем.
И давайте сравним его и посмотрим с предыдущим углом. Так, сейчас я уберу нашу плотную линию. И теперь сравним два угла. Смотрите, мы с вами срезали 60 и 45. И смотрим наше с вами расстояние между нижней линией и верхней. То есть здесь у нас с вами градуировка получается выше, здесь градуировка получается ниже. И плотность, соответственно, то есть мы называем линией веса. Сейчас я чешу, причешу и вам покажу. Линия веса у нас с вами, естественно, выше. Видите, получается. Давайте сбоку вот так посмотрим. Видите, линия веса у нас выше, чем в предыдущем срезе. То есть за счет этого вы можете понять, насколько будет переноситься. И дальше мы с вами строим еще выше тогда линию, куда перейдет. Вот. Но не забывайте, что мы сейчас в верхней форме, но градуировки у нас работают с самого низа. Поэтому для того, чтобы вам понять, как будет выглядеть, то есть более тонкий низ получается. Здесь в 45 градусов получается низ более плотный. То есть здесь более прозрачный низ, здесь более плотный низ. Потому что 45 он все-таки ближе к 0 градусам. Помните наш 0, я достаю обратно. Совсем плотная, плотность побольше и совсем и прозрачная плотность. Видите, уже становится. Так, сейчас я посмотрю натяжение, потому что у меня что-то там выскакивает, волосы. Я, наверное, может быть, плохо отрезала чуть-чуть. Так, чуть-чуть почищу, потому что кончик у меня торчит. Вот, плотность теперь вот побольше видна. Так, значит, вот мы с вами 3 пряди уже поняли, какая разница. То есть здесь у нас выше, получается, линия у нас веса. А здесь у нас ниже линии веса, здесь у нас нулевая линия веса, то есть все на одной линии. Поэтому обратите внимание, как выглядят сбоку, помните, я вам уже говорила, вот эти линии среза. Поэтому этим тоже пользуйтесь. Наверное, лучше убрать. Сейчас я каждую опять покажу. Линия среза у нас. Вот она, 60 градусов. Мы по-разному с вами еще срезали. Вот это 45, видите, угол другой у нас. И вот это вот у нас такая пушистая тоже получается 90, вернее, простите, не 90, 0 градусов натяжения. Так, по поводу градуировки мы с вами разобрались, как это выглядит. Теперь давайте с вами сделаем следующее, это подъем пряди. Кстати, я срезала же двумя видами, вы видели. Да, то есть у нас я сыграла через подъем пряди и сыграла через угол среза. Поэтому, да, разница, все зависит от того, как вам удобней. Теперь у нас с вами натяжение будет 90-90. Давайте посмотрим, как это у нас будет выглядеть. 90-90. Значит, соответственно, мы с вами натягиваем параллельно полу. Работаем мы с вами с верхними слоями. Да, и срез у меня будет 90. Давайте срежем. Натяжение параллельно полу, срез. Как всегда мы с вами делаем по классике, да, перпендикулярен полу. Отпускаем и смотрим опять же сбоку нашу линию веса. Посмотрите, линия веса поднялась еще выше. И низ стал более легким. Вот, видите, более легкий. А линия веса поднялась выше. То есть создался более мягкий объем. Теперь, как всегда, в сравнении вам показываю. 60 градусов, помните, вспоминайте. 90. Показываю вам. Угу. Дальше, чтобы видно было, показываю 45.
90. Ноль. Как выглядит сбоку? Понятно, здесь более мягкое распределение. Здесь у нас с вами шалашик. Следующий у нас с вами будет 135 и 180. Давайте попробуем сравнить эти углы. Вы помните, что 90 градусов у нас с вами относятся как к градуировкам, так и к слоям. Теперь давайте посмотрим, попробуем. Так вот я сейчас поставлю, чтобы было видно. Вот это вот у нас с вами 0 падает. Вот у нас ровная линия. Так, дальше у нас с вами был 45 градусов. Давайте посмотрим на него сбоку. Так, сейчас я поставлю вот так вот, будет видно. Вот это 45 градусов. Так, теперь дальше посмотрим, подойдем, попробуем. Видите, вот этот вот 60 градусов. Так, давайте посмотрим, если я сейчас подниму. Вот смотрите, вот так хорошо видно. Сейчас я так еще приподниму чуть-чуть угол, чтобы нам с вами вес показать. Так, теперь сейчас я подниму эту, которая у нас под 45. Видите, какой угол? То есть вот сравните два угла, 60 и 45. Вот чувствуется, что все-таки здесь больший наклон. Здесь вес приближается у нас все-таки к нулю больше. И вот это вот нулевой срез. Так, и теперь давайте рассмотрим 90 градусов. Так, давайте поглядим наши 90 градусов. Вот смотрите, 90 градусов у нас, соответственно, самая нижняя линия получается более плоская. То есть, видите, концентрация объема перенесена выше. Если для сравнения взять, вот он у нас 60. Вот обратите внимание, как это выглядит. 60 градусов. И вот у нас выглядит 90. Вот обратите внимание, что вот эта верхняя зона выше распадается более мягко, более плавно. Теперь вы наглядно это увидели и сможете применять. Наши углы с вами пошли. Так что пользуйтесь.